Это хуже, чем нацистская Германия. Они своих детей пугают эбро-эбро. Если ребенок что-то неправильно делает, они говорят эбро-эбро. Берут иголку и колят ребенка иголкой. Я понимаю, что после просмотра этого видео многие скажут, не только после просмотра этого видео, а по поводу просмотра того, что я сниму в скором времени по поводу своих родов, многие скажут: вот дура, и что ты терпела, и почему вы сразу? Вот не знаю, почему так получилось, и не знаю, почему так получилось. Возможно, из-за того, что денег не было, из-за того, что, возможно, бабушка и мама сюда приехали, у меня не было финансовой возможности вообще даже уехать. То есть я всегда говорила своей маме, я говорю: мам, пожалуйста, давай уедем. Мам, пожалуйста, когда ты захочешь уехать, ты решишь, возьми меня, пожалуйста, с собой. То есть даже до того, что у меня не было возможности уехать, у меня там, соответственно, уже ничего не осталось, здесь у меня ничего не было, потому что я была полностью под его зависимостью, он практически ничего не зарабатывал, и почему-то так получилось, что моя семья не могла мне помочь. Я не знаю почему, не могла, не хотела. Я не буду говорить за то, что я не знаю, какие у моей семьи были намерения, почему именно так произошло, почему никто просто не сказал, не купил билеты, не сказал: Галя, просто бери дыню, езжай отсюда, я не знаю. Я не знаю, почему так произошло, и у меня нет для этого никаких, у меня объяснений нету. Я считаю, что я просто попала. Я попала, вот получились такие обстоятельства, я просто попала, у меня не было возможности выехать, и когда вот появилась возможность, когда вот папа мне привез вот эти 18 тысяч долларов, я ехать вообще испугалась. То есть я испугалась ехать туда именно из-за того, что я вообще не знала, как я буду жить, я вообще не знала. Почему я не уехала, когда у меня были эти 18 тысяч, я не знаю. Возможно, потому что я знала, что это единственные 18 тысяч, и я не смогу, то есть у меня не было еще уверенности. Последний раз, когда я сейчас выгнала мужа, я поставила ультиматум, что я с ним жить не буду, у меня уже появилась внутренняя уверенность, что я справлюсь, я смогу жить без него, я смогу. То есть насколько за вот эти вот года убивалось вот это ощущение, что... То есть вообще это, в принципе, идиотизм. То есть когда ты живешь, там, 30 лет своей жизни ты живешь, там, ни на кого не рассчитываешь, сама живешь, сама решаешь, что тебе не делать, едешь куда-то, там, рожаешь даже детей, обеспечиваешь их, то есть ты живешь с полной жизнью, и потом ты вот выходишь вот так замуж, и за какие-то там 10 лет, ну не какие-то, это большой срок, ты просто превращаешься в ничто. Именно не то, что ты превращаешься в ничто, ты чисто психологически уничтожен. Ты уничтожен тем, что человек, твой муж, он раздувает себя, что все, что он делает, это просто о тебе никогда никто не будет так заботиться, я забочусь, никто о тебе не заботится. То есть это настолько тебя подавляет, что ты действительно начинаешь воспринимать мир с того, как он его подает, потому что ты все время находишься дома, ты все время с детьми, и вот он, грубо говоря, как такой, понимаете, тут Бог, понимаешь, вещатель, понимаете, он приходит с улицы, и он там начинает вещать то, что он считает нужным, и именно ту информацию подает, которая ему выгодна. И когда ты решаешь завязать с ним, и поэтому я уходила от него неоднократно, и потом я возвращалась к нему, потому что у меня не было никакой финансовой независимости, и я была не готова. И вот потом наступает момент, когда ты чувствуешь, что ты готова морально, стиснув зубы, как угодно. Я проживу без него, он мне не нужен. Он мне не нужен вообще. Никогда. За все его отношения, за отношения его семьи, за то, как они относились на протяжении всего этого времени к Дэне, ко мне, к моей маме, к моей бабушке. То есть
Это столько всего, когда ты это все осознаешь, и ты понимаешь, что никогда. Вот землю буду рыть носом, землю буду есть, к вам никогда. Никогда. Даже близко не подойду. Даже близко не хочу вас видеть. Никогда. Вот это ты осознаешь, когда у тебя, особенно для меня было основное, это именно избавиться от него физически, чтобы его не было в квартире. И только после того, как он ушел от квартиры, я начала уже возвращать себя, я начала все прокручивать вещи в мозгу, переигрывать их, смотреть, как он мне представлял, как оно все было, вот это все вранье, вот это вот все, вся наша жизнь. Почему у него такая уверенность была, что я никогда от него не уйду уже? То есть я никогда не уйду. Все, у него было вот такое, полностью у него такая была уверенность. И вот этот мир, который он создал, грубо говоря, в моей голове своим враньем, и поэтому для меня самое главное было, вот последний раз, когда я его выгоняла буквально, для меня было самое главное избавиться от него физически, чтобы он не присутствовал в квартире. И это оказалось верно. И вот это влияние, оно ушло. И это влияние, оно ушло. И я уже переосмысливая всю жизнь, раскладывая по полочкам, прошедшую с ним, я уже понимаю, что было сказано, что это было вообще, что это была за жизнь с ним, что люди преследовали, какие цели. То есть у меня уже оно все разложилось. И многие вещи, которые они мне добавляются, у меня даже уже удивления нет. Я их просто докладываю на полочки понимания, и все. И чем больше ты докладываешь на эти полочки, то ты больше понимаешь, что никогда этот уровень, никогда, ни я, ни мои дети, никогда в жизни. Это такой колоссальный опыт, это такая бесчеловечность, это такая жестокость в отношении женщин и детей, что просто никогда. Это полностью уничтожение человека, его личности, его самой какой-то индивидуальности, это уничтожение, это люди, которые не обладают никакими человеческими реакциями, люди, у которых отсутствует жалость, люди, у которых отсутствует элементарная доброта к детям, к женщинам, которые могут спокойно ударить женщину, ребенка, и у них нету ничего человеческого. Это же животные так не относятся к людям. Это просто бесчеловечность. Смотреть, как дети сидят без еды, смотреть, как еды нету, женщина беременная сидит и ничего не покупать. Это не животные, это хуже. Это люди, бесчеловечные люди, которым никогда. Я помню, когда еще давно нас в Сидибешере там увидел один мужчина, он продавал, какие-то, у него был небольшой магазин по сантехнике. Он когда увидел, он говорит, что вы тут делаете, что вы делаете в этом районе? Уходите, уезжайте отсюда сейчас же. Эти люди, говорят, они бахили. Его мать говорит, бахиля. То есть бахили это жадные, это, говорит, жуткие люди. Уезжайте отсюда, уезжайте. Но мы тогда не понимали. Это жуткий уровень, ни в коем случае. Я вас, девочки, просто женщины, предупреждаю, вот как угодно, доктора, инженеры, все что угодно, но никогда в этот уровень не верьте. Это жуткие люди, Они могут, это хуже, чем нацистская Германия. Они своих детей пугают эбро. Если ребенок что-то неправильно делает, они говорят эбро. Берут иголку и колят ребенка иголкой. Если ребенок не слушается, они ему говорят, сейчас принесу шаму. И могут ребенка, шама это свечка. Они могут горячим огнем прижечь ребенка, чтобы он пугать, чтобы он слушался. Жуткие люди, я просто никому не советую. На сегодня все, я уже рассказывать и вспоминать это не могу. Все, всем хорошего настроения, пока. Sometimes when you're here, I can't feel no doubts, 'cause you keep me where the stars are bound. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me.
It doesn't really matter, 'cause I feel